друзья, намасте, это снова я, Олег, на канале India Magic TV. Пока я во Владивостоке выкладываю видео редко, это не значит, однако, что я забросил канал. В основном сижу дома, готовлюсь к следующей поездке. Погода у нас плохая, вот снова почти неделю был дождь и обещают дождь до выходных. Послезавтра приезжает наш индийский друг Миша. Наверное, я его поеду встречу в аэропорт, сделаю видеосюжет про приезд Миши. Надеюсь, он расскажет нам о том, как он провел время в Индии, где играл со своей музыкальной ауравильской группой. И мы с Мишей уже, видимо, в самое ближайшее время будем брать билеты в Дели и определимся с датой начала следующего индийского сезона. Поскольку я, наверное, и вы, друзья, скучаем по Индии, я решил немного окунуться в дела давно прошедших дней и рассказать вам более подробно о своих самых-самых первых посещениях этой загадочной и интересной страны. Я уже как-то однажды в Ришикеше этого касался в подкасте, вот сейчас, наверное, пришло время сделать это подробнее. На самом деле это довольно длинная история, так что, друзья, запасайтесь попкорном. Началось все во Владивостоке, поэтому сейчас вы видите на экране Владивосток. Это железнодорожная станция «Первая речка». А это южные корейцы, которые куда-то едут в нашей электричке. Это корейские туристы. Такое впечатление, что я еду в корейском поезде. Следующая остановка – Мургородок. Но в том далеком 1993 году, сразу после кончины Советского Союза, у нас еще в городе не было столько иностранцев. Да и вообще, любые иностранцы были в диковинку, они были как пришельцы с другой планеты. Конечно, и раньше в советское время до нас доходила какая-то литература по йоге, про что-то индийское. Например, в наших кругах были очень популярны книги Шри Аурабинда. Это книги «Путешествие сознания», «Беседы с Павитрой». Также с трудом, но можно было найти книги Кастанеды, что-то по буддийским практикам. Конечно же, эти книги в СССР не издавались и не продавались в книжных магазинах. Их распечатывали люди сами, перепечатывали на простых печатных машинках, переснимали на пленочные фотоаппараты и печатали на фотобумаге. И вот в таком виде мы их читали. Йогой я начал заниматься самостоятельно по разным книгам в период с 1991 по 1992 год. Как раз тогда стали появляться в открытой продаже книги по йоге, по духовным практикам, по мистике. Я стал зачитываться Карлосом Кастанедой, он тогда, кстати, был еще жив. Это одна из тех самых легендарных книг, изданная в начале 90-х годов издательством «София». Я человек компьютерный, современный, путешествующий. Бумажных книг у меня осталось не так уж и много. Однажды я большинство своих книг пораздавал друзьям, но вот эти книги, несколько десятков томов, они мои друзья и всегда будут со мной. Вот видите, эта книга Кастанеды издана в 1993 году. Была у меня пара кришнаитских книг, в частности, Бхагавад-гита «Как она есть» Шрилы Прабхупады. И это издание, одно из самых первых официально появившееся в России, до сих пор у меня хранится. Я очень люблю эту книгу. Смотрите, издание 90-го года. Это как раз то издание, где еще нет современных адаптаций, и оно наиболее близко к тому, что написал Шрила Прабхупада. Издательство Бхактивиданта Book Trust, Москва, Ленинград, Калькутта, Бомбей, Нью-Дели. Видите, еще Ленинград. Замечательная книга, и это одна из немногих книг кришнаитских, которые я прочитал полностью от корки до корки. Вегетарианцем я стал, наверное, через год после того, как начал заниматься йогой. Вот эта книга тоже одна из моих любимых, называется она «Пища для мысли». В отличие от предыдущей книги, это издание ничего не имеет общего с Хари Кришна, это книга из другой традиции, из тантрической. В свое время она помогла мне приобщиться к вегетарианству. Можно сказать, что йогой я начал заниматься вынужденно. Я хотел поправить свое здоровье. Тогда, в начале 90-х, мне не было еще и 30 лет. Иногда я выпивал, хотя никогда не пил много, но все-таки выпивал. Очень много курил, никак не мог бросить курить, много раз пытался. Конечно же, был у меня лишний вес. И на некотором этапе жизни я почувствовал, что состояние у меня как-то не очень. И что я потихоньку, медленно, но верно в своем сознании и в своей физической оболочке скатываюсь куда-то в яму в какую-то. Я тогда занимался музыкой, можно сказать, профессионально. То есть я с этого жил. Играл, пел по ресторанам, по всяким свадьбам.
Ну, такой, сами понимаете, музыкантский образ жизни, он не очень хорош для здоровья человека. И в один, на самом деле, прекрасный момент я решил, что с этим надо что-то делать и как-то выбираться. Как раз сложились обстоятельства, было много свободного времени для занятий йогой. Я устроился музыкантом в рок-группу, мы работали по контракту в одном из небольших городков Приморского края на градообразующем предприятии, как, так сказать, штатная музыкальная группа этого завода. По контракту мы должны были дать несколько концертов в год, и у нас было очень много свободного времени. В том городке была очень хорошая гостиница, принадлежавшая тому предприятию, и мне выделили в этой гостинице комнату люкс для проживания, и я в этой комнате прожил целый год. И вот там как раз я начал заниматься йогой. Занимался я, конечно, по книжкам, видео скачать тогда было невозможно, интернета не было. Напомню, это был 1992 год. Я человек очень упрямый и упертый, я стал заниматься йогой по 2 часа 2 раза в день. Видимо, случилось так, что мне повезло, и я занимался правильно, и книги мне попались хорошие, потому что я поправил состояние своего тела, ну и, конечно, свое душевное состояние месяца, наверное, за 3. То есть люди меня не узнавали, которые меня встречали, которые меня знали до этого. Они говорили: о, что случилось, ты что так похудел? Что произошло такое? И я тогда после этого подумал, что вау, это действительно круто, это работает. То есть насколько крутая штука это вот йога. Я наконец-то смог бросить курить, причем нельзя сказать даже, что я бросил курить, я просто перестал это делать, совершенно без каких-либо усилий. До этого я не мог бросить, я пытался раз 10, наверное, пытался бросить курить, потом начинал снова, проходило пару дней, максимум 2 недели, и я начинал снова. И вот с тех пор, тогда мне было 28 лет, сейчас мне 54 почти, и я больше ни разу не брал в руки сигарету. Я вот сейчас вспоминаю свое состояние, когда мне было 26-27, перед тем, как я начал заниматься йогой, перед тем переломным моментом. Я сейчас осознаю, что очень большая вероятность того, что если бы я продолжал тот образ жизни, который я вел до этого, то я бы, наверное, уже покинул эту прекрасную таинственную планету Землю, как говорит Карлос Кастанеда. И, скорее всего, вы сейчас не смотрели бы мои видео. Забегая вперед, скажу, что потом, когда я начал ездить в Индию, первое, что я там заметил, это огромное количество литературы по йоге, по медитации. Очень интересная литература, но она вся была на английском языке. Но я к тому времени уже неплохо знал английский, у меня была практика именно вот в этой области, в области йоги и все, что с этим связано, потому что я ездил со своим учителем по разным городам в качестве переводчика. Он проводил классы йоги, уроки медитации, а я переводил это все с английского на русский. Поэтому я мог читать эти книги на английском языке, конечно, не так быстро, как если бы они были на русском, но тем не менее без особых затруднений и без частых заглядываний в словарь. Первые свои приезды в Индию я покупал очень много книг. Тогда на индийской почте действовал специальный тариф для отправки литературы. Если вы отправляете посылку с книгами, это было раза в 4 дешевле, чем если вы отправляете что-то другое. И я закупал книги, отправлял их в Россию, а когда приезжал сюда, то читал их. Давайте вернемся в начало 90-х, когда я сам тогда по книгам занимался йогой, я тогда практиковал в основном физический аспект этой штуки, то, что обычно называют хатха-йога. В общем, я чувствовал, что мне нужен учитель настоящей йоги, потому что те мои самостоятельные занятия, которые я делал по книгам, они хоть и свое дело сделали, но нужно было как-то двигаться дальше в этом направлении. А чтобы двигаться дальше, просто уже книг одних недостаточно. На каком-то этапе вам нужен уже наставник, потому что, во-первых, в книгах не раскрываются все вещи, все тонкости практики. Во-вторых, практика должна быть индивидуальной, а книги пишутся как бы для всех. И если бы в конце 92 года я не встретил своего учителя Мокшананду, то, наверное, скорее всего, я бы остался у кришнаитов, может, принял бы там посвящение. Атмосфера, как говорят, вибрации, подача материала мне у кришнаитов тогда нравилась, мне было комфортно. Но в то время у Хари Кришна мне не нравился один момент. Тогда они полностью отрицали вот этот физический аспект, хатха-йогу, какие-то упражнения. Они говорили: пой Хари Кришна мантру, все, больше ничего не надо. А у меня был уже опыт, связанный именно с тем, как на меня подействовала хатха-йога, как она мне помогла в жизни.
И у меня было такое двоякое чувство, вроде как да, хорошие ребята, вроде как все мне нравится, но не совсем мое. Но это было тогда, почти 18 лет назад, все меняется в мире, и у кришнаитов много чего меняется. Изменилось, в частности, отношение их к йоге. Многие преданные Хари Кришна сейчас преподают йогу, это считается нормально у них. И на самом деле это хорошо, когда какая-то система становится более открытой. Если система старается замкнуться в себе, отгородиться от окружающего мира, как-то инкапсулироваться, такая система обречена, но если не на вымирание, то на стагнацию, на прозябание. Вот именно то, что движение Хари Кришна становится более открытым, я так думаю, именно это позволяет им выживать в современном мире и распространяться. Не являясь инициированным кришнаитом на самом деле, я прекрасно отношусь к этому движению, у меня очень много друзей там. И я абсолютно комфортно чувствую себя на всех их мероприятиях, я чувствую себя как дома фактически. Ровно как и в других системах и ашрамах, где мне посчастливилось побывать, и у Сатья Саи Бабы, и в разных йоговских ашрамах Ришикеша, и во многих других местах. Главное, чтобы ваш разум был открыт всему, ну конечно же, всему хорошему. Итак, мой путь в Индию фактически начался в конце 92 года, когда я встретил своего учителя Ачарью Мокшананду. В конце 92 года во Владивосток приехало несколько учителей йоги, они принадлежали к одной из индуистских йоговских систем. У меня есть один друг хороший, одноклассник, и, кстати, это единственный из одноклассников, с которым я общаюсь до сих пор. Он тогда тоже интересовался йогой, мы ходили друг к другу в гости, и однажды он прибегает ко мне такой воодушевленный: Олег, говорит, здесь такие приехали ребята, иностранцы, йоги, и говорит, в музей Арсеньева, а музей Арсеньев такой был тогда мистический центр у нас, и говорит, в музей Арсеньева вот эта йогиня, женщина была еще йогиня, монахиня. Вот эта монахиня-йогиня будет читать лекцию, он был просто в восторге от этой йогини, говорит, там такая йогиня, у него глаза горят. Пойдем, говорит, не пожалеешь, тебе интересно будет, ты же йогой занимаешься. Ну, конечно, мне стало интересно, это же йоги какие-то, иностранцы, индийцы. На дворе 92-й год, кроме Владивостока и Москвы, я ничего не видел в жизни. Конечно же, я пошел на эту лекцию, и я вам могу сказать, что даже сейчас, когда я уже много чего повидал и в Индии, 15 лет путешествую, это была офигенная лекция. Женщину эту звали Ананда Уттама, и она была одним из лучших учителей йоги, которых я встречал в жизни. Но в этой системе йоги, как, впрочем, и в других настоящих системах йоги, такое правило: женщина-учитель может обучать только женщин, а мужчин обучают мужчины. Это правило не касалось публичных занятий, допустим, лекций или классов йоги, или каких-то классов по аюрведической медицине. Это касалось только индивидуальных занятий, практики медитации, которая является основой в этой системе. И чтобы получить первый урок медитации, мне пришлось ждать приезда своего учителя будущего, Мокшананды. А приехал он в январе 1993 года. Традиционно обучение йоги начинается с первого урока медитации, когда учитель дает вам личную мантру, которая будет вас вести по жизни, и дает вам точку концентрации, точку, на которой вы, медитируя, должны концентрироваться. Обычно это одна из 3 верхних чакр. Она выбирается учителем для вас в соответствии с тем, что этот учитель как бы вас увидел. И дает вам базовую технику медитации, то есть как вы должны сесть, в какую позу, как делать правильно, как использовать мантру, то есть вот такие базовые вещи. И мне понравилось в этой системе то, что кроме медитации уделялось большое значение асанам, практике хатха-йоги. Кто интересуется йогой, наверное, знает, что в хатха-йоге существует буквально 1000 различных поз, асан, упражнений. Из этих 1000 асан основателем этой системы были выбраны 50 как наиболее важных и значимых. Конечно, никто вам не запрещает изучать и другие асаны, которые не входят в эти 50. Но 50 базовых асан – это как бы основа. Также уделялось большое внимание практике киртана. Тот, кто знаком с движением Хари Кришна, тот знает, о чем идет речь. Фактически киртан – это динамическая медитация, воспевание мантр в процессе танца и под музыку. То есть цикл занятия йогой здесь выглядит следующим образом. Сначала человек делает киртан,
динамическую медитацию, потом идет тихая, спокойная, так сказать, сидячая медитация, и все завершается практикой асан. Это называется ваша садхана, то есть духовная практика, которую вы в идеале практикуете у себя дома 2 раза в день. 1 раз утром и 1 раз вечером. Обязательно на пустой желудок. Ни в коем случае нельзя практиковать йогу после еды сразу. Должно пройти какое-то время, как минимум 2 часа. Но, конечно, традиционно основа йоги – это не физическое упражнение, это медитация, изучение которой было разбито на несколько инициаций, то есть на несколько уроков. Всего можно было получить 6 уроков, 6 практик, и по времени это могло занять несколько лет. Эти практики давались учителям ученику индивидуально, наставник смотрел, насколько человек продвигается в этой практике, и когда он готов, то давалась следующая ступень. В принципе, этих 6 уроков было достаточно, но если человек хотел двигаться дальше в этой практике, он должен был стать монахом, вот таким монахом в оранжевой одежде, саньяси. Было несколько обучающих центров, по-моему, в Швеции, в Индии. В Индии несколько таких центров. Можно было туда поехать на обучение. Там человек получал посвящение в более продвинутую систему йоги, в вишеш-йогу, и там уже было где-то больше 25 уроков вот этих ступеней. Интересен тот факт, что в йоге вообще не существует слова медитация. Медитация – это чисто европейский западный термин. В санскрите есть несколько слов разного, в принципе, значения, которые на Западе называют вот этим словом медитация. То есть с точки зрения санскрита, если вы скажете просто медитация, вас не поймут, о чем идет речь, потому что медитации бывают совершенно разные, абсолютно разные техники, у которых совершенно разные задачи. Например, джапа – это повторение мантр, дхарана – концентрация, и одной дхараны есть несколько разновидностей. Например, татва дхарана – концентрация на различных качествах или стихиях материальной природы. Близкая к ней практика татва шудхи, практика йога-нидра – осознанное сновидение. Ишвара пранитхана – концентрация на высшем сознании. Пранаяма – дыхательные практики, которые тоже входят в уроки медитации. И еще десятки специальных терминов, которые на Западе просто называют медитация. Все обучение было абсолютно бесплатно, мы не платили ни копейки этим учителям, да мы и были совершенно нищие тогда в 90-х годах. Наоборот, эти ребята, эти энтузиасты нас кормили. Мы приходили на эти собрания, чтобы поесть порой. Не то чтобы у нас есть нечего было в 90-х годах, ну не до такой степени мы были бедные, конечно. Просто там была такая очень вкусная индийская еда. Приезжали, готовили с индийскими специями эти ребята. Как-то я помню, несколько раз из Японии привозили по несколько десятков или даже сотен килограмм одежды как благотворительную помощь. Были такие огромные тюки спрессованной одежды, их привозили во Владивосток из Японии, мы их разбирали, сортировали и потом раздавали по детским домам, по различным интернатам, каким-то приютам и вообще нуждающимся людям. Ну и нам тоже что-то перепадало, мы эту одежду носили порой. На самом деле это такая очень тяжелая работа была, но это было делать приятно, потому что считалось, что нужно делать что-то на благо общества, помогать людям. Я так вспоминаю, мы были абсолютно нищие тогда в 90-х годах, но это было на самом деле самое лучшее время в моей жизни. Я был вроде как музыкант, но вот в личное пользование купить синтезатор нормальный японский для меня в то время было практически невозможно. И вот я как-то накопил $100, то есть откладывал там со своих работ, не помню, сколько тогда стоил доллар в 93-м или 94-м году. И вот я откладывал, и у меня появилась $100. Вот этот мой учитель, Мокшананда, он периодически ездил в Японию. У них тогда там в Токио тоже был такой йога-центр довольно богатый. И он мне говорит: давай я тебе куплю в Японии синтезатор. Я ему вот эту $100 отдал, и он мне привез этот синтезатор. Конечно, он стоил дороже, чем $100, но он так и не сказал мне, сколько я ему денег должен. Он не взял с меня ни копейки. Вот так, если судить по ценникам на то время, то он доплатил где-то, наверное, около $200 своих. Мой учитель Мокшананда прожил в России почти 7 лет. Из этих 7 лет он прожил у меня почти год. Ну, потому что центра йоги не было, квартиры не было, ему просто негде было жить. Он приехал в
в Россию и вот у меня жил. И для меня это была просто офигенная практика. Во-первых, практика йоги и, конечно же, практика английского языка. Другим людям, кто был учеником Мокшананды, тоже так же, как и я называю их Мокшанандас. Например, Саня, гитарист, вот которого вы видели в одном из видео предыдущих, мы ходили индийскую еду есть в ресторанчик. Они должны были встречи с учителем дождаться, найти время, чтобы ему было удобно, прийти, куда-то приехать. А я был постоянно с ним вместе каждый день целый год. Пожить с такими людьми под одной крышей – это огромнейшее благо, я считаю, и громадный подарок судьбы. Мало того, что они обучали нас йоге совершенно бесплатно, они еще и нам помогали материально. Наверняка много у меня зрителей, которые уже не помнят 90-е годы, но если кто помнит начало 90-х, то, наверное, вы в курсе, какое было финансовое состояние у обычных людей, не бандитов. Так вот, у этих монахов, у учителей в этой системе была такая установка: они не должны были брать ни с кого деньги. Они должны были сами себя обеспечивать, то есть зарабатывать деньги себе на поездки в разные страны, где они проповедовали свою йогу. Например, мой учитель Мокшананда, у него была коммерческая жилка, он такой был человек пробивной очень. Пару раз в году он ездил в Индию и привозил из Индии огромное количество полудрагоценных камней, вот знаете, такие агат, там бирюза. Ну то есть вот такие бусы из полудрагоценных камней, они очень исключительно дешевые в Индии. Тогда, в то время, в Индии все было раз в 10 дешевле, чем сейчас. Иногда он привозил 100 килограмм этих камней. Я просто не представляю, как он перемещал их, как он проходил через таможню с этими камнями. Причем у них все было всегда официально у этой системы. Гуру этой системы сказал: вы должны всегда действовать по закону той страны, где вы находитесь. Вы никогда ни при каких обстоятельствах не должны нарушать закон страны, куда вы приезжаете. В общем, он как-то эти камни растамаживал, видимо. И тогда уже здесь в 90-х устраивались выставки продажи камней. Я помню, много раз такие были у нас выставки. И он там вот с этой дешевой индийской бижутерией, он там участвовал, продавал на этих выставках камни и таким образом сам себя обеспечивал и еще помогал нам. Порой я помогал ему продавать эти камни, брал мешок камней, шел куда-то. Тогда я работал музыкантом в санатории. И вот в этом санатории я просто вставал, продавал отдыхающим эти камешки, эти индийские бусы, отдавал учителю своему 70%, и 30% он мне платил за то, что я вот это делал. В те времена для меня это был очень неплохой дополнительный заработок. Покажите мне сейчас хотя бы одну систему, где учителя йоги или учителя чего угодно не живут за счет своих учеников. Все сейчас живут на пожертвования, выпрашивают пожертвования, ездят за счет учеников, едят за счет учеников, живут за счет учеников. Конечно, вне всякого сомнения, в богатых странах эти учителя принимали добровольное пожертвование от своих последователей, потому что очень много богатых людей приходило в той же Японии, в той же Америке, а здесь в 90-е, в такое тяжелое время, они приходили, просто вот это отдавали. Не говоря уже о том, что они обучали нас очень хорошей йоге. За 15 лет в Индии я мало где встречал такой сбалансированной, качественной системы йоги. Ну, кроме, наверное, бихарской школы, но там очень-очень дорого для иностранцев. Здесь тогда, в 90-е, было все бесплатно. Как кто-то сказал, самые лучшие вещи в жизни, они всегда бесплатны. Вот где сейчас кто вас будет обучать йоге бесплатно? Сейчас такое невозможно. Считается, что йогу в этот мир принес Господь Шива, то есть практика йоги никому не принадлежит, она принадлежит Шиве, и Шива отдал ее людям бесплатно. Поэтому по большому счету никто не имеет права брать деньги за преподавание йоги. Но этот мир далеко не идеален, и я, наверное, вот если бы мне пришлось преподавать йогу, я, конечно, бы не стал делать это бесплатно, как мой учитель. Видимо, у меня для этого недостаточно энтузиазма. Я бы, наверное, поставил ящик какой-то с прорезью и сказал: вот после урока кладите кто сколько хочет, кто сколько считает нужным. Так часто делают в Индии на самом деле. Тем не менее, эти учителя в Индии, которые преподают йогу в том же Ришикеше, они больше ничем не занимаются. Они занимаются только этим, они живут с преподавания йоги. Неважно, фиксирована у них плата или ящик с прорезью стоит с надписью «Подаяние». Вот такое отношение, как то, о чем я рассказываю, у нас было в 90-х, это какой-то уникальный случай, и больше я такого нигде не встречал, ни в Индии, ни за пределами Индии. Наверное, я бы мог сказать, что за эти 7 лет, когда мой учитель был здесь, в Владивостоке, он сделал для меня больше, чем для меня сделал мой физический отец. Во всех отношениях, в том числе и в становлении меня как личности.
И, к сожалению, я не был таким идеальным его, так сказать, духовным сыном. Иногда я делал такие вещи, о которых стыдно вспоминать. Но это молодость, все это нормально. И сейчас этот человек, мой учитель, он живет в Южной Америке, он живет в Чили, в Сантьяго. Возможно, когда-нибудь я туда съезжу, навещу его. Не думаю, что это ему нужно, скорее это нужно мне. У него там много учеников сейчас, все хорошо. И вот, наверное, единственное место, куда я бы хотел еще съездить, кроме Индии, это, конечно, Чили. И именно для того, чтобы повидать своего учителя. Сказать ему спасибо, потому что, к сожалению, я не сделал этого, когда он был здесь. Как это бывает обычно, мы всегда все хорошее принимаем как должное в нашей жизни. Это, конечно же, происходит по причине нашего невежества, особенно в молодости. Поэтому мой совет людям, особенно молодым людям, всегда благодарите тех людей, которые сделали для вас в этой жизни что-то хорошее. Это очень большая редкость. Вполне вероятно, что впоследствии вы не сможете этого сделать, если не сделаете вовремя.